На Руси в свое время существовал добрый обычай, когда все люди новой крещенской водой обновляли дома. Кто сам, кто с помощью священников обходили и крестили, окропляли святой крещенской водой помещения, скотные дворы животных. У вас было такое явное проявление силы крещенской воды? Ну вот вы вспомнили о животных, это как раз очень интересный был случай. Однажды, это было в конце 80-х годов, один знакомый иеромонах, который учился в академии, Московской духовной академии, и одновременно был назначен настоятелем прихода в Закарпатье. Там есть такая деревушка, называется Малая Уголька. Там служил одно время очень известный архимандрит, ныне прославленный святой Иов. И вот этот иеромонах на его месте служил. От отца Иова остался домик и две стареньких монахини, которые пекли просфоры, звонили в колокола, убирали в церкви. Они жили недалеко от храма, а храм стоял на горочке над деревней. И вот однажды, когда я угостил в доме этого иеромонаха, прибегают испуганные две монахини и говорят: батюшка, наша корова перестала доиться. Но более того, она была на сносях, должна была вот-вот буквально на днях родить теленочка. Но теленочка нет, живот сдулся и молоко исчезло. Надо осветить коровник и корову, потому что это какое-то, скорее всего, колдовское воздействие. Батюшка сказал: нет, я боюсь. Вот пусть отец Ефрем, я тогда еще был до схимы иеромонахом Ефремом, пусть он осветит коровник и корову. Я говорю: батюшка, ну ты здесь все-таки настоятель, это твои матушки, которые заботятся о тебе. Мне кажется, ты должен это сделать. Нет, я боюсь, я никогда этого не делал, я боюсь. Я говорю: ну, у меня была небольшая практика, ну, давай, ладно. Я согласился. Взял святую воду крещенскую, крапила, надел епитрахиль, требник и пошел с монахинями вниз под горку, где недалеко было их, был участок. На нем стоял дом, и в уголке у забора небольшой коровник. По дороге мне эти монахини рассказали, что за забором, за этим, живет одна женщина, которую все в селе называют колдуньей. И вот она им однажды сказала, когда купили корову: вы только не ставьте коровник рядом с своим забором, иначе вам будет худо. Мы когда привели корову, мы поняли, что другого места нет. Двор маленький, и просто некуда больше поставить. А до дома этой женщины, соседки, 100 метров. У нее очень большой участок, и он весь засеян кукурузой. Высота кукурузы обычно до 4-5 метров. И, конечно, ни дома не будет видно, ни коровника не будет видно, никакие запахи туда не дойдут. И они подумали и все-таки решили поставить у этого забора. И сделали этот коровник. И вот, когда эта корова должна была вот-вот родить, вдруг приключается вот эта странная история. Пропадает теленок, его нет. Она его не родила, его просто нет. И молока нет. Вот я пришел в коровник, нарисовал кресты
со всех 4 сторон карандашом на стенах. Он был бревенчатый. Потом взял святую воду и стал кропить эту корову. Кожа на спине коровы собралась гармошкой посередине, как будто ее ударили колом посередине спины, причем очень болезненно. Я подумал, ну какие-то несколько капель на спину коровы — это ничто. Она даже не почувствует. Корова может ходить под дождем и не чувствовать этого дождя, у нее толстая кожа. А здесь прикосновение нескольких капель святой воды и такая странная реакция. А за перегородочкой стояла ее дочь, маленькая телочка годовалая. И я решил проверить, а как будет реагировать на святую воду телочка. Я покропил телку, она не реагировала никак. Стояла, спокойно жевала свое сено. Вообще ничего не почувствовала. Я стал кадить. Положил ладан в кадило и стал кадить так, чтобы корова подышала этим ладаном. Корова отворачивала голову на всю длину веревки, которая ее привязывала, и делала все возможные движения, только чтобы не нюхать ладан. Но я подходил с одной стороны, она отворачивалась в другую. Я подходил с этой стороны, она отворачивалась уже в иную сторону. Тогда я провел эксперимент, подошел к телочке. И когда я стал кадить перед телочкой, она своим носом стала тянуться в кадило, жадно вдыхая запах ладана. То есть мне было ясно совершенно, что действительно порча была сделана на эту корову, и она не может переносить ни запаха ладана, ни святой воды. Потом я прочитал из требника молитвы, несколько заклинательных молитв, переделав их вот для животных. Дал святой воды в ведро чистой воды, налил, чтобы корова пила эту воду. Покропил сено, осветил соль, которую будет лизать корова, и ушел. На следующее утро прибегают 2 радостные монахини и говорят: батюшка, молоко вернулось, сегодня с утра надоили. Снова. А потом приходит другая соседка и рассказывает такую историю, удивительную. Я зашла, говорит, вот этой колдунье попросить у нее спичек. В доме кончились. И когда я вошла, довольно неожиданно, даже забыла постучать, увидела удивительную картину. Изнутри в дверной косяк был воткнут вот так наклонно нож, вот здесь косяк, вот так он был воткнут. Под ножом стояло ведро, а по ножу стекала струйка молока и попадала в ведро. Ведро было наполовину полным молоком. И мне стало ясно, что демоны забирали молоко у коровы, каким-то образом телепортировали и сливали вот по этому ножу в ведро этой колдуньи. Когда была освящена корова, когда было освящено помещение, ее питье, ее сено, демоны не смогли ничего сделать и уже перестали воровать. Молоко осталось в корове, и его подоили. Но вот теленок пропал бесследно, его так и не нашли. Хотя он должен был родиться буквально через несколько дней. Вот такая история, которая показала действительно силу крещенской воды. И действительно в требнике написано, что надо освящать святой водой все помещения, даже, как говорится, скаридные, то есть нечистые места. Вот где скот находится, он же гадит все-таки. Даже туалеты, немножко покропить, вот, потому что вот эта нечистая сила, она может находиться везде, поэтому вот православные христиане раньше всегда освящали свои дома заново каждый год во время святого крещения Господня, обходили дома, иногда священники по домам ходили и освящали
окропляли крещенской водой дома, и коровники, и весь двор, и все постройки надворные. Вот так делали непросто. А вот этот случай нам говорит. Почему? Потому что реальная помощь была Божья от святой воды, которая несет в себе благодать Божию.